Я прилетел в Гуанчжоу и сразу понял, я к этому не был готов. Небоскребы среди парков и гетто, взгляды китайцев, культурный шок и попытка понять, что вообще происходит. Честный тревел без фильтров. Поехали! Я только прилетел, чувствую себя так себе. Погода шикарная вообще после Москвы, так я бы сказал, даже кайфовая. Зашел в какой-то храм быстренько, ну так просто вообще посмотреть, потому что я первый раз в Китае. И Гуанчжоу я выбрал только потому, что у меня тут друзья, знакомые, есть где пожить. Я специально не смотрел никакие видосы на ютубе про Гуанчжоу, про Китай вообще, потому что я хочу испытать эмоции впервые. То есть увидеть это все своими глазами, а не через картинку на телефоне. Но я очень много всего изучил, я очень много всего прочитал. Очень много мест записано, куда мне сходить и что вам показать, про что рассказать. И покажу вам вообще свои эмоции, вообще как тут. Ну, это тут красиво еще. Я вам покажу чуть попозже, какой еще прикол вас ждет. Подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех новостей, где я, что я и что я делаю. Летит самолет, который мешает мне снимать видео. Лучшая поддержка для меня — это покупка моего мерча. Я не знаю, это самое мое любимое — приезжать в какую-то страну без обратного билета. То есть не быть в каких-то рамках, например. Может, мне сейчас вообще тут не понравится, я завтра улечу отсюда в какой-нибудь другой город. Вот. А может, мне тут понравится, и я останусь тут, не знаю, на неделю, на 2 недели. Я первый раз вижу, что по этажей что-то такое. Москва, не Россия. Ну и просто вот так открыты двери. Да. Куда-то просто идем. Очень жестко выглядит, чувак. Смотри туда. Куда? Смотри в ту сторону вообще. Ладно. Так вот мы залазим сюда. Все, шторки открываются, уже можно смотреть. Охренеть. Это видеоигра, чувак. Это буквально какая-то игра. А как ты это нашел вообще? Это очень круто. 留恋就让它随风飘远。如果大海能够带走我的哀愁，舍就每条河流。谢谢，谢谢。这样。 Китайцы предпочитают не готовить еду, а куда-то выходить вот так вот и просто где-то кушать, потому что, ну, в любом доме, где они живут, 20 заведений всяких стритфудов и вообще разнообразной какой-то еды, 2-3 доллара, и ты вообще наелся. Сейчас я вам одно такое покажу. Вот какой-то такой мы заходим. Вот оно. Давай расскажи, что это у нас. Это хрючево. Классическое китайское. Это типа рис, яйцо и помидорчик. Выглядит, кстати, хорошо довольно. Ну, неплохо, да. И это стоит на вкус. 20 юаней? Да, 18. 18 юаней, 2 доллара, ну буквально. В Гуанчжоу очень много электробайков таких вот, и очень много людей ездит просто, то есть почти без правил, буквально. То есть они без шлемов, без номеров, ездят вообще как попало, втроем. Короче, им буквально без разницы. Короче, на байке может буквально каждый кататься, и это прикольно. Это очень умно, ребят, но это опасно. Что еще скажешь про байки? Нормальная тема. Откуда у тебя байк? Ну, я у типа с Минска снимаю за 5000 рублей типа в месяц. Ну, короче, 5000 рублей в месяц, и вы можете хоть куда ездить вообще.
Кто как, кто на чем. Красный наш, зеленый общий. Вот они, китайцы. Что за бред? Просто они на телегах ездят. Вот это все ваши поезд отправки, парни. Просто что за бред вообще? Просто едет мужик по встречке. Мне на самом деле нравится такая тема с этими байками, это очень смешно. Ну да, моментами небезопасно, большими моментами. Просто хочу подметить для себя, не отходя вот от темы, опять же, байков, им абсолютно без разницы на правила дорожного движения. Они ездят на красный, по встречке, и они настолько к этому уже все привыкли, что даже когда ты мешаешь машине или кто-то мешает тебе, на тебя даже не посмотрят, то есть на тебя даже не посигналят. То есть всем настолько насрать, настолько привыкли, что ну просто они как будто даже не учитывают тебя. Им главное там самим не разбиться и чтобы все было четко. Какой-то магазинчик, вот на улице что-то продают. А мы ехали не просто так, мы сейчас пойдем в парк какой-то, на гору. На гору Баюн. Не знаю, надеюсь, бесплатный вход, но еще пролезем. Ну, спортсмен жесткий, да. Вот это, конечно, забавно. Укусит на шаг кто-нибудь. Смотрите, вот тут, кстати, две разные, вот. Че, жестко? Нормально. Ну, давай попробуем, я с тобой. Будто по камням ходишь. Ну, ты бы идешь по камням. Ого. Надеюсь, нас сейчас змея за ногу укусит. Дай бог. Массажик какой-то. Сашка на горе. Ну, в тумане все, правда. Вот там мы были на крыше. А вон там еще сколько небоскребов. Миллион пива. Даже рыбки плавают. Мистическое место. О, тиктоки пошли. Let's go, тиктоки. Это неплохо, да. Вот это красота. Да, попрыгай. Вау. У меня ботинок сломался. Чуваки, посмотрите просто на это эскалатор на гору куда-то. Очень круто. Просто, ну вот, на улице. Ну, такой ты модник, конечно, да. На самый верх поднялись, вот. Такой видос. Даник самый стильный, если посмотреть на всех людей. Прикольно. Огромный чайник. Где такое видно? Это красота китайская. Но больше как будто все равно на Японию похоже. Короче, мы были на горе Баюн. Это примерно минут 20-30 от центра Гуанчжоу. И это прикольно, что находясь в огромном мегаполисе, где очень много машин и все это движухи, можно просто прийти и, так скажем, уединиться и подышать свежим воздухом. Но я очень устал. Мы прошли очень много, мы прошли весь этот огромный парк. Заставили крутить педали, чтобы поесть.
Крути давай. Все чисто ем. Все, картошку можно. Вот это красота, парни, я понимаю. Не то, что центр Гуанчжоу. Еще самое прикольное, то, что я забыл сказать в начале, это то, что в Москве было минус 10, когда я уезжал, и я не хотел брать с собой куртку, поэтому я просто вызвался такси к дому и выбежал в одной кофте, просто с рюкзаком и с самокатом, залез в такси, и точно так же, получается, я приехал в аэропорт в минус 10, вот, и в Москве снег, слякоть, и очень приятно, на самом деле, приехать сюда, когда тут такая погода, тепло, и мне даже кофта не нужна. Я понял, почему люди уезжают на зимовку куда-то из Москвы. Свадьбы там у людей фоткаются. Не знаю, просто прикольное ощущение и такой какая-то свобода и легкость. Я, конечно, попытаюсь передать саму атмосферу в этом влоге, чтобы вы почувствовали, как будто бы вы со мной проживаете эти моменты и путешествуете вместе со мной. Лайк поставьте, я вообще стараюсь для вас. Просто... По кайфу просто кое-как куда-нибудь сейчас заедем. Ну и нормально разъехались. Ну, возможно, вы видели. Ну, вот такой видок тут. Очень красиво. Охренеть. Очень круто. Мы в центре Гуанчжоу, и вот смотрите, какая башня выше этого столба даже. А? Красиво просто. Короче, хочу пару слов вообще рассказать про эту телебашню. Главный символ Гуанчжоу, и это как Бурдж-Халифа в Дубае. Ее высота 600 метров. Когда было ее открытие, это 2010 год, и это считалось самой высокой телебашней в мире. Вот, и она, получается, была там второй после Бурдж-Халифы. Там смотровая площадка высокая, и это реальная телебашня, которая работает. И там, короче, внутри просто рестораны всякие. Вот, продают точно такую штуку, игрушечную. О, приходите, посмотрите. Построили, да, недавно. Да, недавно, 15 лет назад. И вот эта бандура. Много туристов очень. Такой тут турист стоит, модник один. What the fuck are you doing, bro? Это мост только для пешеходов, он 500 метров в длину. Это, наверное, главная такая переправа с одного берега на другой через реку. Огромный, он массивный, я не знаю, как его описать. Разводной еще, как в Питере. В смысле разводной? Что-то дезинфа. Я заметил, кстати, что китайцы в любой свободной секунде ищут место, где посидеть. Как будто у них, не знаю, им лень просто вообще что-то делать. Вопрос от ChatGPT к тебе. К чему ты не привык за полгода жизни в Гуанчжоу? Это к еде по-любому китайской, которая именно экстремальная на улице. Угу. К культуре китайской более-менее привык. Наверное, к атмосфере привык, к тому, что люди косо на тебя очень смотрят постоянно. Я тоже. Со временем ты перестаешь замечать. Какой бы один совет дал бы людям, которые хотят переехать сюда? Ну, иметь конкретную цель, наверное, какую-то поездки. Мне кажется, иметь человека, который разбирается, потому что я бы охренел вообще. Да, по-любому, какого-то друга здесь, который тут хотя бы хоть сколько-то прожил. Потому что если ты один сюда приедешь, без никого, без какой-то информации извне, ну, я бы тут потерялся, и, наверное, и Антон тоже по-любому. Смотрите, что в центре нашли.
Очень хочется жестко пошутить, но не буду. Сюда. Оля Антона на работу, короче. Вот, Да. выключай сейчас. Мы зашли и просто сказали, что мы хотим в туалет. Она показала нам туалет на первом этаже, мы такие типа, не-не, на 70-м этаже. Нас просто пустили, короче. А тут красивенько. 70-й этаж и еще вот так вот вверх. Сюда. Просто в туалет. Решили, слышь, и, короче, вот у тебя за окном. Нам было мало и... Даже кнопка жестко выглядит. Нас не пустили на 100-й этаж. Там какой-то очень-очень дорогой ресторан, у которого 4 звезды Мишлен. И, короче, нам сказали, типа... А эти что делают? Продают что-то? Спасательные круги почему-то. Нормально вообще? Она страшная, я боюсь ее. Мы, короче, на каком-то районе, где все пьют пиво. Вот, и Даня сказал, что вот это вот легендарная их лавочка, где они всегда сидят. Hi guys, my name is Mariam. I'm from Georgia, the country. Come visit me. China is so amazing. Anton is so amazing. He will do a face mask tonight. Yeah, come to China, travel. What was your biggest cultural shock? I think the rubbish on the street. You don't have it in Moscow? Yeah, in Moscow, no. more clearly. Okay. All Chinese people is smoke. Yeah, Chinese people smoke heavy cigarettes. And all of not Chinese people smoke too. Yeah. Okay, bye log, come to Georgia. If you go to Georgia, you should probably go May, June. It's the best season. You should go to Svaneti, it's the mountain place, and you should go to Batumi. But if you want to swim in the clean sea, you should probably go to Sarpi or Tsikhisiri. Georgian people are so nice and so friendly. They're so I'm welcoming. Georgia. Yeah, let's go. It's the best country. And yeah, come to Georgia. У меня отдых китайский. Чат GPT сказал мне прийти на исторический район Шан-Синь-Сю-Зифу какой-то. Ну, я не знаю, ладно, тут такое есть. И это вообще именно пешеходный район, то есть тут не могут ездить на мопедах, машинах, как это можно везде. И просто красивые вертикальные вывески. Тут много всяких заведений, стритфуда и какого-то такого вайба старого района Китая. И сейчас вам мельком покажу чуть-чуть. Какое-то заведение, и тут дегустация. Я даже не знаю, что это, если честно. Я не знаю, что это. Я даже не могу спросить у него, что это. Колбаса просто лежит буквально тоннами. Ну, кто-то себе колбасы купил. А можно? Ой, не получилось у меня. Sorry. Окей. Он как такой профессионал, он вообще офигеть. Первый раз такую штуку вижу.
Зазывали тут. Тут же вануши подстригают. Купил я себе ананас за 10 юаней, это 100 рублей. И, не знаю, что посмотрим. Ну, ананас и ананас. Я не знаю, это вообще какой-то тупизм. Ну, типа, как будто бы китайцы занимаются какой-то херней непонятной вообще для меня. И я не могу это доказать, но у меня такое ощущение, что они просто какую-то бредятину делают. Как будто они делают вид, что работают или... Короче, я вообще не понимаю. Что она делает? Кто вообще, кто тут делает? Я не знаю, они почти все листают эти рилсы, они все зомби какие-то. Вот, посмотрите там, вот тип идет. Что они делают вообще? Что за бредятина? Спят на работе. Посрать вообще на все, я не знаю. Ну, после Москвы как-то необычно, если честно. Ладно, даже не после Москвы, после Японии вообще очень необычно это все видеть. Мужики сидят, выбирают себе парики. Жестко. Ну да, конечно, куча всего. Черешня, клубника. Еще когда в Китае что-то строят, делают или ремонтируют, они делают это толпой, и я вам прямо сейчас наглядно это покажу. Мы можем увидеть, как 3 человека стараются. Раз, два, 3, 4, ну не знаю, вот это, может, зритель тоже такой же, как я, просто наблюдают и контролируют их. То есть вот он просто смотрит, что-то говорит им, стоит, руки за спиной. И это забавно. Вот еще один просто мобилист стоит. Просто вот они смотрят, как другие делают, контролируют. Может, это фейк, конечно, но тут один работает и 3 смотрят. ChatGPT еще настоятельно порекомендовал мне попробовать какие-то молочные десерты от эксперта Нянкин. Вот, и тут куча наград у него. И просто сказали, пойдем. Тут уже сразу сидит много туристов, вот даже русские или европейцы. Hi everyone. Hello. Hi. This is our first day in Guangzhou. Yeah, in Guangzhou. And we came here because I found out about this place on Instagram, so we don't really know much about the food. Yeah, we already ate. Yeah, We finished. I don't know, like it's a typical Cantonese restaurant. Yeah, I think it's very famous. very famous. I like What it. about 1 or 10? From 1 to 10. Yeah. From what time? 8. Yeah, Wow. 8 or 9. Вау. Познакомился с итальянками, каким сказали, тут очень вкусно, вот я к ним подсел. Сейчас попробую, в принципе. I don't know. I like it. This is milk. This is milk, but also with rice, I think. Okay, the second. I think it's the same. Yeah, maybe it's the same of this one. I don't know. I think no. The same? The same, yeah. Yes.
Не знаю, я попробовал, мне вообще это не понравилось. Я не понимаю, что это такое. Манго было вкусным, но оно было сверху. А сейчас не очень. Ну, вот, и, эти девочки подписались меня в Инстаграме и сказали, что мы можем пойти в какой-то парк еще. Короче, я сейчас не в парк пойду еще. Я все так же с этими девочками пришел на какой-то остров Шамань, и мы прошли реку, и это почти буквально остров. И, не знаю, очень похоже на Венецию, наверное, не знаю. Я вам сейчас еще покажу красивенькие кадры. Архитектура такая европейская, да и все, в принципе. Но смотрят на это все китайцы. Who is it? It's a famous show. Yeah, The- it's called The Summer one of I the Turned main. Pretty. It's a really famous American TV series, yeah. and he looks like You look like him. Yeah. Они говорят, что я на него похож. Какой-то памятник, но там лицо, но что дальше непонятно вообще. Как будто не доделали. Ну вот так красиво. Прикольно, в принципе. Вот они фоткаются тут все. Вечерами на улицах Гуанчжоу появляются вот такие вот тележки с различной едой. И пахнет это все не лучшим образом. Но и, не знаю, давайте посмотрим, наверное, что тут. Ну, они, короче, всякие морепродукты, сосиски. И это все воняет на всю улицу. То есть вот их много, они все дымят. И из-за этого под мостом образуется такой прямо густой дым. Не очень приятного запаха. И как сказал GPT, что это в основном те же эмигранты, которые готовят такую еду для таких же иммигрантов. И вот так это выглядит все. Но это еще какие-то более-менее цивильные, потому что есть еще намного хуже. Не знаю, стоит ли это пробовать или нет, но выглядит это все очень странно. Я заказал себе вон кальмара. Прикиньте, от меня кальмар уехал мой. Я дал ему денег, он просто куда-то уезжает. Мой кальмар. Куда он уезжает? Прямо совсем вот так вот. У него готовится, он едет. Okay. Thank you. Выглядит так себе, если честно. Надеюсь, меня сейчас не собьют. Ну, вкус нормально. Стоило это 50 рублей. Вот вещей сколько у китайцев. Некуда уже складывать даже. Дурианы, опять же. И пошло вот это вот жарко. Что только не продают. Какие-то супы стоят. Опять эта тема. Просто вот рыба так. Куча всего, короче. Еще одну крышу мы заруфили. Вот мне такие очки еще дали. Ну, тут так. Тут типа вот этот вот бедненький район. Если хотите оформить, пишите мне, я вам скину локацию. Прыгните, короче, бэкфлип в пирамидку и потом с парашюта прыгнуть. Да. Ой, ну хорошо, очки. Вот такая тут. Очень хорошо у кого-то тут на крыше. Хочу. Я тебя сфоткаю. Давай. Уже в центре также есть вот такие вот столы с фруктами. И я купил себе свежий манго. Вот мне мужик его чистит. Получается, 16 юаней он вышел. Это 150 рублей, может быть, чуть-чуть больше. Вот, и он прям при мне его почистил. Сейчас он что-то с ним сделает, и попробую манго. Все. Целый пакет манго.
вообще все есть. И все выглядит очень круто. Вот иду просто манго ем. Куча всего, можно обожраться буквально. И это стоит все очень дешево. По сравнению, конечно, опять же, если сравнивать с ценами в Москве. Я почти доел. Не знаю, очень круто, я просто гуляю, мне нравится. Хоть я уже и... Наверное, я уже привык к этой всей грязи на улице, но мне сказали, что это не во всех городах Китая, а в основном только вот в Гуанчжоу. Потому что Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь, все вылизанные и чистые города. Вот. Ну и надеюсь, я съезжу вообще во все города и сниму в каждом городе по такому видеоблогу и расскажу вам, покажу это все. И это будет очень круто. Давай. Ногу-то перекидывай. Не эластично. Нормально. Я везу чемодан на электробайке этом. Я чувствую себя реально настоящим китайцем, который вот такой же херней занимается. Пацаны, завтра в Гонконг собрался небольшой сухпайочек. Денечек вот с палкой пойду, буду вот так ходить. Это, короче, нам китайский мужик купил водку, если что. Ледяную. Ну, короче, в каком-то райончике сидим а-ля клубном. Я не буду пить. А я не пью. Да я не пью. Вот это твоя последняя. Бери. А я лекарства ем, реально. У меня коррекция зрения была, мне нельзя. Болею. Чья? Ладно, Россия. Если ты не был в Санте в Гуанчжоу, это значит, что ты не был в Гуанчжоу. Мнение. В Люберцах лучше было. В Люберцах реально лучше. Без музыки лучше. Опять же, спасибо чату GPT за то, что подсказал мне прийти вот в это место. Это храм клана Чэнь. Здесь тренировались и жили какие-то, короче, молодняк. Вот они что-то тут делали. И сейчас это музей и храм для посетителей. Тут очень много людей. 100 рублей сюда вход стоит. Ну и вот так красиво. Я не знаю даже, что показывать, потому что тут как будто бы все однотипное. И, ну вот давайте сейчас вот тут покажу вам. Вот такое вот. Да, странно фоткается. Ну я в принципе все прошел за 3 минуты. Хотя чат GPT говорит, что если брать экскурсию, то это типа час-полтора. Я не понимаю, что тут час-полтора смотреть. Тут все типа дефолтное, все похожее, такое же. Но красиво, не спорю. Слоны. Ну вот такое вот тут. Что это вообще такое? Ну, спасибо китайцам, что написали на английском, что можно понять, что это. А тут везде, да, так? Ну да, пошли мы на lobster and crab. Не понимаю, почему тут столько китайцев. Казалось бы, тут должно быть очень много туристов всяких, не знаю, европейцев, русских, которые просто сюда приезжают. А тут почти все китайцы. Этот храм был, получается, построен в 1894-м. Как все эти китайцы еще не сходили в этот храм. Хочу еще затронуть тему метро. Конечно же, это самый, возможно, удобный способ передвижения, если у вас нету байка в Гуанчжоу. Тут много веток, много входов и выходов, и, получается, они разгружены, что люди не скапливаются в одном месте, как, например, в Москве какой-нибудь. Тут вход, вот там дальше еще вход, возможно, где-то еще несколько входов. Вот, и билеты покупать удобно, то есть
ну, можно либо выбрать по станциям, короче, как в Японии, либо просто указать какую сумму. Оно указано в навигаторе. Навигатор скачайте A-Map, и, наверное, это самый удобный навигатор, которым я пользовался вообще. Короче, как а-ля Тугис в Рашке. Вот, мне нужно вот 3 юаня. Вот, я просто выбираю, оплачиваю ЛПМ и еду. Вот, смотрите, они все стоят. У них вот есть стрелочка, только бабка нарушает вот. Ну и вот так это выглядит. Тут, если что, с 2 сторон двери открываются. Что я сейчас снял? Просто батя держал мальчика, который ссал в мусорку. Вы понимаете, в метро. Все просто, парни. Вот мне туда. Вот так вот менты могут ловить. Я вот тут тоже с пацанами. Он все с детьми, без шлемов. Тут, в принципе, всем без разницы. Ну и вот. Катаемся. Центральный район очень красивый. Тут много всего. Очень крутые развилки, хорошие дороги. Мой байк выключился. Опять же, поражаюсь китайцам, но показывать не будем. Вот китайские дети. Я в самом центре Гуанчжоу. Район, если я не ошибаюсь, называется Шаджанг Нью Таун. Это парк. Вокруг тебя небоскребы. Тут очень много детей, очень много людей, которые просто отдыхают, фоткаются. Тут очень много туристов, таких же, как и я. И если вы будете в Гуанчжоу, обязательно посетите это место, потому что, ну, я не знаю, не передать словами просто. И даже мой телефон не передаст вам всей этой красоты. ChatGPT сказал, что этот район построился всего за 20 лет. Вот представьте, вот это все за 20 лет построили. И вы можете видеть по моему видео, какой контрастный Гуанчжоу, да и вообще, наверное, сам Китай, потому что до этого я был просто в каком-то бомжатнике, на каком-то рынке, где везде мусор, хлам и так далее, а сейчас я вот в таком чудесном просто месте. Я купил кокос, вот тут типа просто гора их, и в самом центре города, причем они где-то на рынке, вот, и стоит это 20 юаней, 200 рублей, и он вкусный. Вот сколько этих, смотрите просто. Нам принесли ведро.
99 этаж. Что-то я в шоке. На, во влог поздоровайся. Здорово, пацки. Как вам моя прическа новая? Короче... Что-то очень много русскоговорящих Гуанчжоу. Ты скажи вообще, что ты А ты что, просто ебал рот? Я вот видос снимать буду. Ну я к тебе приехал сниматься в видосе твоем. Again, sorry. Таджикистан. Tajikistan. Where you from? Kazakhstan. Kazakhstan. Where you from? Russia. 俄罗斯 Where you from? Russia. 俄罗斯 Where you from? Uzbekistan. 乌斯别克斯坦。Okay. Okay, also from. Let's fucking go inside. America. Okay, follow me, guys, follow me. Come on. Where you from? China. We are all friends. We are all family. You are all close to China. Okay? Let's go inside. Beautiful, handsome. Let's just go inside and then. We'll see you there, okay? It's okay. Okay, give me a lighter, please. Сюда. Вау. Очень красиво. Мы приехали в храм Ауджи Будды. Ладно, это какой-то Будда. А вот, чувак! О, пойдем. Костян просто с Америки приехал. Я вот только приземлился. Сори. Тут, походу, нельзя снимать, но... Вау. Вот это настроили. Охренеть. Чуваки. Это вживую очень круто. iPhone вообще не передает какой-то, не знаю, масштаб и детализацию всего здания. Damn. Деревья, мне очень нравятся деревья. И что-то туристов не особо много. Только вот один турист. Ну и вот внутри золотой Будда. Вот эти вот золотые Будды, они весом 10 тонн каждая. И выглядят они очень массивно. И они сделаны из бронзы. И не знаю, чуваки, тут очень красиво. Обязательно, если будете в Гуанчжоу, приходите вот сюда. Блин, даже тут... я думал, уже готовят. Не, ладно, тут хотя бы не готовят. И тут даже заведения очень красиво украшены. И очень круто выглядят, чуваки. И сидят все китайцы. То есть я почти не вижу европейцев и тем более русских. Это очень странно. Это очень необычно для меня, что вот даже я выхожу просто на улицу, и я не могу никого увидеть, какого-то не китайца. Вот вперед можешь посмотреть, и вот туда. И назад тебе. Ну вот мы поднимались на эту крышу ночью. Вот Костяна привезли. Сейчас прыгну, чувак. Турист приехал. Я просто не верю. Она короткая. Там есть побольше. В магазине, смотрите, что нашли. Русскую. Смотрите, нашли его. Терекс. Да я боюсь, возьми ты. Я не могу. Не кусается. Просто она... Не кусается, она просто, да. Она дрыгнет. Прикольно было, мне кажется. Вот это уже стрёмно, если выпадет. Короче, мы зашли в какой-то большой магазин, где, скорее всего, закупаются сами китайцы, потому что это типа в таком китайском районе. Ну вот, и вот так это все выглядит. Дикси. Плюс-минус Дикси, чувак. Не, как будто это какая-нибудь... Блин, даже не знаю. наши колбаски, это клоун, чувак. Красно-белая, чувак. Страшно, они страшные. Красно-белая. Мороженое шарика, я до сих пор не попробовал. Какое-то заведение пришли, вот. Очень интересно выглядит.
Чё там? В голове мерзкое ощущение только. Че, будем, нет? Нормально, да, чипсы. Она типа настолько в соусе сильно, что даже ощущается. Охренеть. Там это на скейте катается. 在哪排队？ Да, конечно. Какого черта? Охренеть людей. Да ладно. Мы приехали в Гуанчжоуский сафари-парк. Вот, и сегодня будем смотреть на львов, жирафов и кучу вообще всего. 热带，甘蔗是一个带属宝宝，它们就会爬到热带类进行测试发育。羊驼是后面这点是一个模样，羊驼体型较小，额头前没有刘海，毛发也是比较浓密的。它们来自于喜马拉雅的青藏高原一带，也在鲁夏山是是一头雄性的亚洲象啊。这个另外一个展示的话是住的是它的体毛的颜色来分辨出它们是哪一种族群。就有些关四节后代的持续非洲狮。 而少数的雄性非洲狮出生，大白眼是用来的这个我人类的直肠概念。他在和他妈妈一起玩啊。而少数的野生感觉越来越大。Первый раз в жизни вижу зебру так близко и 再往前翻，那个气压的话就是非常的高。 是我人类的脸到3倍左右，是名副其实的高血压。在左手边这里是小一点的猩猩斑斑宝宝，是9月底到10月初才出生的。而左手边这里是那残酷的宝宝，他们一出生就是有1米8，会从年底的高空掉落下来。在出生20分钟左右可以站立，几个小时可以奔跑。每只小腿劈叉，这些可以活下来，是它在野外的科学知识。 О! А еще одно можно? Он снял на видео. Вот, я его уже снял, нормально снял. Это правда очень крутое место. Странно, что ChatGPT не сказал мне сюда прийти. Мы нашли это место просто как-то где-то. Это непередаваемые эмоции, потому что эти животные ходят прямо перед тобой, ты их видишь, ну прямо буквально в метре от тебя. И это не передаст никакая камера, никакой телефон. И обязательно, если будете в Гуанчжоу, заходите сюда, катайтесь рядом с животными. Это еще, кстати, не конец. Мы сейчас еще пойдем смотреть обезьян, кого-то еще, коалы, всякие панды. Вот, и это вообще, ну, чуваки, реально в России такого нету. Не знаю, если, ну, наверное, в мире-то где-то есть, где-нибудь в Африке, наверное, еще такое что-нибудь есть, но в России такого вообще нету. И это очень круто вообще. У меня просто уже эмоции, не знаю, непередаваемые, чуваки.
Это может что-то другое. А почему папа говорит ворона? Вкус смертельный. Но это слишком... Игуаны это которые маленькие, да? А это ворона. Ну, типа, тут проход, я прям к ним могу пройти. Он реально, он как будто просто улететь может и все. Без сетки, не привязан, клетки никакой вообще нету. Ба-ба. Держи, братан. Я боюсь его. Он меня облизал. У него язык ужас. Как дела? Это... не снимался это время. Он меня облизнул. Вау, чувак. О, смотри. Ну, вот розовых пеликанов я не видел еще. Ну, мне кажется, их покрасили. Окрашивание сделали. Тут такие и сразу вон те. Да. У нее рожки растут. О, обманка. Кусочек твой, который ты давала, оно все упало. Подними тогда мужикам, пусть они их покормят. Говно кидается. По листику отогнивается, На. по листику давай. Они На. не вкусные. Да, понятное дело. Броу. Попробуй меня укусить. Он не голодный. Да он не хочет уже есть. Вот чего. Если вы предыдущий видос смотрели, вот там оленей тоже кормили в Японии. Но там было бесплатно, и они сами тебя подходят и за одежду кусают ради печенюшек. Вот сейчас Blessed Panda. Панда на Блессе идем. Вау. Горбатый сидит. Вот у него столько всего. Странно, они почему-то поодиночке все сидят, и круто, что без стекла. Ну да, просто круто, панды. Пока что жирафы самые крутые. Панды 6 пальцев? Видишь? 6. Какая ты панда? Я вот это. Хотел бы так же погрызть с ним? А вот ты также грызешь палку с ним. Я ему панду Да, включил, это да. панда музыка. Он лопнул сразу ее. Костян за решеткой в тюрьме. Еще в метро можно платить удобно Alipay. Мы все китайцы в основном так и делают. Вот. Давай, Костян, прикладывай. Чикс и проходи. О май гад. Ну и так же выходите, и типа все это. Оно само там посчитывается, там либо 3, либо 4 юаня, или сколько выйдет, короче. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Вот смотрите в магазинах, что тут есть. Коты, попить такие. Yeah, it's the papa here, no? It's embassy I card. like Yo, let's wait for Ilya and Aika. Yes, Daniel, it's yours. Yeah, that's mine.
Ой-ой-ой, депортация! В миллиметре от депортации. Не, еще не крыша, но полностью. Водочка! Бля, о, Башков, мало ты. You should do it tomorrow on the job. Come here. Hi. Come to Georgia. Oh, guys, calm down, bro. It's my bad, bro. Еще чуть еды нашли. Вот такое, как Ромчик сказал, говно на палочке. Вот встретился с Ромчиком, может вы его помните. Он 2 года назад на самокатный канал мне снимал видос. Ну и вот это японские шарики. С чем они? С кальмаром. Вот, такояки. Японская еда. Вон стоит целый грузовик апельсинов. Вот, можно попробовать. Я попробовал, ну вкусные. Вот стоит 6 юаней за сколько-то, не знаю. Короче, 50 рублей, ну, наверное, за килограмм. Нормально китайцы придумали. Китайский фикус, которому 153 года. Вот так он выглядит. Они все играют в какую-то непонятную игру. Я не знаю, что это даже. В Гуанчжоу очень много всяких разных красивых парков. Я, конечно же, не смогу абсолютно каждый посетить, но вот в самых главных я побывал, и, в принципе, достаточно для влога. А так уж, если хотите, сами ходите везде. Я это чуть-чуть хочу другого поснимать. Чё? Опасный какой-то. На великах катаемся, 5 юаней стоит, 50 рублей вот на великах. Красиво. Здорово, пацаны! Это уже вечер субботы. Всем видеообращение. Кому что-то не нравится, можете не смотреть ничего. О май гад, man! Вау. Очень красиво. Я третий, пацаны, поднимусь. Именно из дырки вылезаем. В смысле? Чё? Лист из Майнкрафта, чувак, падает там не самый. Красиво. Мне нравится вход просто вот такой вот. Блин, не знаю, как вам адрес крыши сказать. Ну, короче, если вот как-нибудь найдете, то вот вход. Красивый мостик, прикольный. Холодно. Старые какие-то заброшенные яхты, и там даже как будто бы вот можно на ту перелезть. Гуанчжоу — это не те представления и не тот город. Просто заебать. Я первый раз в Китае и выбрал Гуанчжоу только потому, что у меня тут есть знакомые из Минска, и просто как-то тут жил Леха. Ну, короче, просто мне было легче сюда приехать, чем приехать в тот же Пекин или Шанхай, где я никого не знаю. Вы сейчас это, конечно, все посмотрели через экран, но я все равно считаю, что этот город стоит вашего внимания, и сюда стоит приехать просто повеселиться, отдохнуть или, может быть, даже поработать и найти какую-то, не знаю, сферу жизни, бизнеса или еще чего-то. Очень грязно, реально вот прям грязно. Я не ожидал, либо у меня после Японии такие впечатления об этом всем, потому что в Японии вообще все вылизано, ну, каждый угол буквально, то в Гуанчжоу очень плохо с этим. Не знаю, тут, конечно, убирают каждую ночь,
но все равно китайцы настолько к этому привыкли, что да, уберут, похер, все равно они просто идут и все бросают под ноги, типа бутылки, фантики, сигареты, не знаю, и лично для меня, вот как некурящего человека, видеть, как почти каждый китаец курит сигареты, это очень жестко, ну реально, потому что как будто бы 90% китайцев все курят. У них тут запрещены вейпы, то есть китайцы производят вейпы для всей планеты, но у себя в стране их запретили. Возможно, не просто так. И воняет очень жестко, особенно это ощущается, когда китайцы заходят в лифт с сигаретами, в заведение с сигаретами, в какое-то, я не знаю, в ресторан, не ресторан, или просто в помещении даже с сигаретами они курят. То есть, не знаю, ты заходишь в дом какой-то, идешь по лестнице или стоишь в лифте, они курят везде. И это очень жестко бросается в глаза и, ну, как будто бы немного неприятно. Тут летом 40-градусная жара и огромная влажность, а зимой, вот видите, как я чуть-чуть в феврале одел курточку. Вот, хотя, в принципе, это на улице неплохо, потому что просто на байке ездить по дорогам очень задувает. Короче, поэтому куртка все-таки нужна. Огромный просто контраст города с небоскребами, трущобами и красивыми парками и такими вот холмами, горами. То есть ты как будто ты можешь из огромного небоскреба выйти, и через 5 минут ты в огромном красивейшем парке с храмами, а еще через 5 минут ты можешь просто быть в какой-то помойке, где люди типа сидят на полу, все курят сигареты, воняет говном, жареной едой и таким всем. Еще по поводу еды, китайцы едят очень много жареного, и в этом жареном очень много масла. Ну прямо они ведрами выливают это масло в рис, и тоже странно для меня, если честно. Вот. А так у них, в принципе, довольно специфичная еда, и не ко всему, наверное, можно привыкнуть. Вот. У них тут мало сладкого, у них тут мало сладкой воды те же. Не знаю, я просидел всю неделю на воде и соков из магазинов. Мне очень нравятся их соки, их очень много, и они очень крутые. Всякие необычные, именно, знаете, сочетания типа базилик с огурцом и виноградом. Вот, короче, вот такое. Вот это меня все прикалывает, и хотелось этого всего попробовать. Жилье тут, на самом деле, не такое уж и дорогое, вот, но спасибо большое Данику за то, что я пожил у него это время. Спасибо, что он мне давал байк куда-то ездить, снимать для вас контент. И, в принципе, я очень круто провел время. Спасибо всем, кто разделил эти эмоции со мной. Приезжайте в Гуанчжоу, путешествуйте, можете, в принципе, это видео использовать как какой-то путеводитель и делать все то же самое, что и я, потому что, ну, как я считаю, я очень эмоционально и очень продуктивно провел это время. Посмотрим, как будет в других городах, потому что не везде у меня есть столько много знакомых в одном городе, и посмотрим, как это будет дальше. Еще, короче, я веду у себя в заметках список людей, к которым я могу приехать, у которых я могу пожить из разных стран и городов. И если вы являетесь таким, и у вас крутой, необычный город, в котором много чего можно поделать, много чего можно поснимать, тоже можете написать мне куда-нибудь в Инстаграм или в Телеграм. И я с вами познакомлюсь и запишу вас, и, возможно, приеду к вам в город. Вот. То есть, ну, я, в принципе-то и могу снимать какое-то жилье, но все равно, когда есть человек, с кем можно поговорить, с кем можно узнать, что в этом городе делать и так далее, все равно это лучше, чем просто приехать одному. Вот, я не знаю, например, я бы сейчас поехал в Пекин, и что бы я там делал? Ну, типа, да, я бы там поснимал, но единственное общение, с кем я бы мог общаться, это ChatGPT, наверное. Вот, потому что в Пекине у меня знакомых нету. Можете написать в комментариях, хотели бы вы приехать сюда, хотели бы вы вообще, в принципе, жить где-то в Китае или как вам Гуанчжоу в целом. Всех русских, которых я встречал и с которыми я мог общаться, они либо работают моделями, либо работают в цирке, либо просто сюда приехали по каким-то делам, бизнесу и так далее. Вот, то есть это вообще не туристический город, и не знаю, даже круто, что я поехал именно сюда, а не в какой-нибудь Шанхай или Пекин. Пишите в комментариях, как вам такое видео, такой формат, монтаж и моя съемка. Я снимаю это на iPhone. Я хотел купить камеру тут, но что-то я не знаю, нужна она мне или нет.
Напишите вообще, как вам качество. И вообще, ну, вы замечаете, что я снимаю видео на iPhone или нет? Или вам вообще без разницы? Мне вот это вот тоже интересно. Поставьте лайк, если вам нравится, что я делаю. Напишите в комментариях, в какой бы стране вы бы хотели меня видеть. И реально подпишитесь уже на канал, я стараюсь жестко. Спасибо большое за просмотр. Я так и не стал китайской моделью, потому что меня не взяли. Вот. Но, возможно, оно и к лучшему, потому что буду больше путешествовать. Всем пока.